Всем привет на моем канале. Давно я не делал роликов с исправлением мышек, так как долго сидел на Ламзу Atlantis. Но уже в августе я приобрел мышь, которая идеально мне подходит. Этой мышкой стала Vizol OGM Pro, и уже через 3 месяца пользования появился повод для вас записать это видео. При возврате кнопок LKM и PKM появился холостой ход. Также на LKM и PKM присутствует горизонтальный люфт. При наскролливании потрескивает колесико. Также присутствует небольшой люфт. Давайте разберем мышку и посмотрим, из-за чего все эти дефекты могли появиться. Для снятия ножек я, как всегда, буду использовать спиртобензин. Также можно использовать этиловый спирт. Он размягчает клей, и ножка с легкостью снимается. Фен давно уже не использую из-за того, что после прогрева ножки клей становится тягучей и появляются бугорки, а также часть клея может остаться на корпусе. Для того, чтобы убрать люфты и зазоры, производитель использовал тонкие пластинки, как я обычно это делаю в своих видео. Пластинки для ограничения обратного хода были плохо приклеены и поэтому сползли со своих мест. Также есть пластинки для ограничения горизонтального хода. Одна на толкателе и вторая еле заметная на корпусе мышки. Чтобы кнопки не стучали об корпус мышки при быстром накликивании, производитель установил демпфер в виде резинок для смягчения удара. На толкателях пластинки тоже сошли со своих мест. Чтобы устранить горизонтальный люфт, мне необходимо уменьшить зазор между толкателем и ограничителем. Для этого мне необходимо заменить родную пластинку на более толстую. Пластинки я уже заранее вырезал и наклеил на них двусторонний скотч. Одной пластинки оказалось мало, поэтому я наклеил еще один слой. Пластинки подошли идеально, люфт уменьшился. Совсем его не нужно убирать, иначе толкатель при накликивании будет цепляться за ограничители. Излишки пластикоограничителей откусываю кусачками, чтобы на них не скапливалась пыль. Пластинки ограничителя обратного хода я снимаю и вместо них устанавливаю демпферы. Они будут смягчать удар при возврате кнопок.
Давно хотел попробовать сделать hot-swap-систему для переключателей на мышке. Для этого я буду использовать штырьки, как на механических клавиатурах. В плате рассверливаю отверстия под размер штырьков и запаиваю их. Весь процесс я не стал записывать на видео, так как нужно было сделать все аккуратно. В итоге у меня получилось довольно неплохо, hot-swap-система работает. Шляпки штырей мне пришлось практически полностью сточить надфилем, так как они не давали переключателю полностью встать на плату. Заметил, что верхняя крышка переключателя, который стоит под колесиком, немного болтается, поэтому я решил ее приплавить паяльником. Вал колесика постукивает из-за того, что между валом и креплением есть небольшой зазор. Так как пластик на моей мышке мягкий, я могу себе позволить поджать место крепления вала, тем самым уменьшить зазор. Не на всех мышках можно решить эту проблему таким образом. Обычно я делаю вставку из тонкой пластинки. Крышку для закрытия донгла я не использую, поэтому магнитик я убираю. В местах трения пластика смазываю силиконовой смазкой. Если этого не сделать, то со временем пластик начнет стираться и снова появятся люфты. Энкодер смазываю по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы металлическая пружина не стачивала грани пластиковой шестеренки. Во-вторых, смазка не даст окисляться контактам внутри энкодера, что продлевает ему жизнь. Для того, чтобы убрать пару грамм веса, плату с боковыми кнопками вместо винтов я буду устанавливать на клей Герметик B7000. Он не агрессивен к пластику и его с легкостью можно убрать с помощью спирта. Корпус для направления света на индикатор я снимаю. Чтобы плата крепко приклеилась, винты временно закручиваю. Основную плату я также буду клеить. Спустя 30 минут обе платы приклеились и винты можно выкручивать. Горизонтальный люфт на колесике присутствует из-за того, что между валом и ограничителем есть небольшой зазор. Чтобы его убрать, я наклею на ограничитель тонкую пластинку. Пластинка оказалась слишком толстой, поэтому мне пришлось сточить с нее слой до нужной толщины. Место трения между ограничителем и валом смазываю силиконовой смазкой. Благодаря тому, что мы выкрутили винты, удалось убрать 2 грамма. Винты закручиваю только со стороны переключателей, так как в этой части неплотно прижимается корпус. В середине и нижней части с этим проблем нет. Отверстия под ножками заклеиваю скотчем, чтобы внутрь мышки не попадала пыль.
Родные ножки весят практически 3 грамма, поэтому я заменю их на ультраглайды. По скольжению они такие же, как оригинальные. В описании под видео я оставлю ссылку, где их можно купить. На ножках есть еле заметная пленочка, не забываем ее снять. Для лучшей цепкости наклеиваю грипсы, вес которых составляет всего 1 грамм. Переключатели поставил Kail 8.0 90 миллионов нажатий в голубом корпусе. Они немного мягче, чем в черном, и для быстрого накликивания они мне больше подходят. Пока я записывал ролик, мне приехали еще одни ножки версии Control. Они оказались более скользкие, чем те, что я поставил ранее в версии Conventional. По скольжению они мне больше понравились, поэтому я оставил их. В итоге я устранил на мышке все люфты, установил hot-swap систему, а также мне удалось убрать несущественных 4 грамма веса, но это и не было моей главной целью. Да, конечно, хотелось бы еще немного снизить вес, но портить внешний вид мышки я не собираюсь, ведь эстетика тоже важна. На этом я завершаю свое видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале.